Приветствую всех на своем канале, меня зовут Фархад. Сегодня я готовлю куриные крылышки и куриную голень, хрустящие снаружи и сочные внутри. Для начала нужно промыть крылышки и голень. Куриные крылышки нужно разделить в местах соединений. Эту крайнюю часть я использовать не буду, так как в ней почти нет мяса. А также я срезаю ненужные куски кожи. Куриная голень в особой разделке не нуждается, но вы также можете срезать часть ненужной кожи. Далее нужно высушить все мясо бумажными полотенцами. У меня здесь 1 килограмм куриных крылышек и 1 килограмм куриной голени. Теперь нужно посолить, поперчить и перемешать. Это весь этап подготовки крылышек и голени. Никакой возни с панировкой и так далее. Разжигаю дрова и буду заливать в казан 2 литра растительного масла. Конечно, вы можете использовать меньшее количество растительного масла, но тогда вам придется жарить в несколько подходов. У меня сегодня будет 2 подхода. Огонь все время должен быть максимальным. Масло накалилось, теперь опускаю крылышки и голень в казан. Не опускайте все сразу, чтобы не сбить температуру масла.
Засекаю время и буду жарить их ровно 12 минут. Проверьте, не прилипли ли крылышки или голень к дну казана. Прошло 12 минут. Теперь можно вытаскивать крылышки и голень. При высокой температуре крылышки и голень покрываются хрустящей корочкой снаружи, а также получаются очень мягкими и сочными внутри. Через минуту можно опускать следующую партию в казан. И также жарим 12 минут. Готовые крылышки и голень посыпаем солью и перцем. Вторая партия тоже готова. Вторую партию тоже посыпаем солью и перцем и даем настояться минут 10, а пока мы займемся соусом. Для соуса я растопил 100 грамм сливочного масла, а также разбавил 2 столовые ложки томатной пасты водой. Томатную пасту со сливочным маслом нужно перемешать до однородной консистенции. И теперь добавим в наш соус 100 грамм укропа и примерно пол чайной ложки соли. Ну и щепотку черного молотого перца для вкуса. Теперь добавим в соус столовую ложку острого кетчупа и перемешаем.
И так как куриное мясо хорошо сочетается с чесноком, то добавим пару зубчиков чеснока через чеснокодавку. И еще раз перемешаем наш соус, и он готов. Можно подавать к столу. Приятного всем аппетита!